Проход по трассе утренний перед рекордами. В общем, Саша пытается поехать на Каймане, в нем нет блокировки, и Саша пришел к выводу, что стоит отключить стабилизацию варварским путем. И посмотреть, что из этого получится. Да. Просто вырвать провод и посмотреть, что будет. Из этого что-то уже получилось? Ну, стабилизация, судя по всему, уже не работает. Но пока профита я не смог прочувствовать. Самое главное, ты чувствуешь, что именно стаба не душит двигатель, и что он может в полной мере как бы отдавать свою мощность? Нет, я не прочувствовал этого. На удивление. А может быть такое, что она, допустим, все равно работает? Упала в какую-нибудь аварию из-за того, что знает, что не работает система стабилизации и пытается себя спасти? Может быть, но я такой информации не нашел, поэтому... На прямиках у тебя по ощущению полная мощность, да? Слушай, я пока еще не толком не понял, там Рома сидел под руку, советовал, ну, честно, я... Рома нажимал на кнопки, может быть. А там все кнопки сейчас отключены, потому что... Вообще авария, все? Типа, ну, да, типа... И все там подвески, там настройки. Если бы здесь был Антон, он бы не согласился с тобой. Да, потому что это Nissan 200SX. Я пробую слики. Пока что они не прогрелись. Но когда прогреются, тогда будем смотреть. Но уже время капельку лучше, чем было на Хэнкук. Буквально там на 1/10. Надо наблюдать за ситуацией и смотреть, что из этого получится. Но главное, что машина пока держит. Не ломается, по крайней мере. Пытаюсь прогреть слики. Пытаюсь ехать быстро. Я все еще недоволен тем, как прогревается шина. Все еще держака недостаточно. Пытаемся остыть. Прогревается потихоньку. По температурам, так, хотелось бы, конечно, пониже. Подзажал переднюю подвеску немного. Вроде бы стало немножко лучше, хотя большой разницы не заметил, поэтому сложно даже сказать, что именно стало лучше. Но, возможно, как-то меньше или дольше кренится и дольше сохраняет держачок.
Вот. Постоянно налипает всякий мусор, вибрации появляются страшные. Но надеюсь, по крайней мере, кусок какой-нибудь не отвалился от слика, потому что это будет означать для меня конец. Ну, по крайней мере, сегодняшних заездов. Что еще? Ну, греется, да, греется довольно сильно. Дадим ей остыть немножко. Ребята вообще очень быстро как-то выезжают. Из нашей группы не дают даже заехать в пятой группе на питлейн. И уже все выскочили. Да и на остылочном тоже не особо сбавляют темп. Я изо всех сил пытаюсь хоть немножко замедлиться, потому что вот 120 градусов. И это явно не та температура, которую мне хотелось бы видеть. Придется бросить круг, чтобы поберечь слики. Ошибся. Ошибся. Жестко ошибся. Такое ощущение, будто бы слики выходят на рабочую свою какую-то зону только через 2 заезда. То есть мне уже надо остывать, а слики только-только начали работать. Вот такое чувство. У тебя АБС есть? Есть. По мощности очень по соотношению получается как раз. А свят внутрь тут едет, получается, сразу. Да, ну на его тачке реально так выгоднее получается. Она сама едет сюда, как бы, это прикольно. Но моя так не делает. Не вписывается. И здесь он внутрь, МР2 не может так вписаться. Больно. Вот, что ты как-то сюда влетаешь, и ты и свят, это меня впечатлило очень, конечно. Ну вот первый поворот. Вот первый поворот, вот там действительно, ну, такое сказочное отличие от того, как я еду и многие едут. То есть у тебя очень классно, и у свята та же фигня. То есть вы вот вкатываетесь, ну, как это, без торможения, в принципе, влетаете. Да, почти что без торможения. Ну, там, на отпускании газа, может, немножко. Просто это может быть очень поздно. Нет, ну да, но я пытаюсь тогда как бы диагоналить свою траекторию так, чтобы тормозить вроде еще на прямых колесах,
но при этом залетаю в поворот. У тебя очень круто по динамике машина ведет себя, очень круто. По разгону, ну, то есть у тебя, ну, и ты видно, что дрочишь, часто передачу приходится дрочить. Да. Ну да, я остаюсь типа в полке, в которой она едет. Ты когда бьешь, у тебя сильно как-то так рывок. Наверх или вниз? Да когда и вверх, по-моему. Вниз понятно, ты тормозишь резко задом, у тебя там такой удар по заднему мосту. Да. Сейчас еще Женю надо прокатить. Так, ну вот мягкое переключение. Но я так не делаю. Я так не делаю. Вообще включаешь? Ну, я забиваю с такой скоростью, с которой она успевает забиваться. Ты здесь на повернутых колесах тормозишь, блин? Да. Да, так точно, на повернутых колесах. Ну, если она не соскальзывает, то и нормально. Вот здесь я перестарался, я стараюсь не наезжать на них, но в последней попытке вот наехал там. А тормозишь ты на 3 педалях едешь, или ты успеваешь газ в пол и вот, типа, Ну, тормоз, газ, тормоз, я газ? Да, подгазовываю правой частью стопы то в есть торможении. пяткой. Ну да. Ну, в любом случае, как только кто-то садится, то ну, очень большая разница по массе получается, и она сильно медленнее едет. Там сразу на секунду. Ну, чувствуется, тачка легкая, капец, конечно. Это вот сразу чувствуется. Ну, По то есть, ускорению, по поворотам, как Да, он да, прям, да, ну, да. легко едет. Круто. Круто, спасибо. да, не за что. Классно. Пойду повторю на свой. Ну что, зацепчик, да? Ну да. Мне очень понравилось, как ты близко к поребрикам, ой, точнее, к шинам проезжал. Я прям офигевал. Ну, типа, знаешь, я думал, сейчас заденем. Но не задевали. И в целом все очень, ну, знаешь, было не страшно. Типа, ощущение, что, ну, как будто нужно еще больше мощности. Не было ни намека, что ты что-то не контролируешь. То есть сидишь так, ну, типа, быстро, но так спокойно. Я почувствовал еще, у меня в бэмпинге щека вот так вот немного в сторону. Так да, 1.4G перегрузка. Мне очень понравилось, потому что прям, ну, типа, уровень. Ну, типа, это же совсем не та машина, которая была раньше. Нет, ну, знаешь, тут еще тоже... Здорово, передай привет в камеру. Здорово. Что вы себе позволяете? Спасибо, спасибо, спасибо.